Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на своем канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. Очень часто бывает, что мы украшаем елку, вешаем шарики, фонарики, гирлянды, но совершенно забываем о том, что у елки еще есть ножка, опора, которая бывает не очень красивая, ее нужно чем-нибудь закрыть, и варианты, которые нам предлагают в магазинах, прям скажем, не очень, поэтому, естественно, я решила, что нужно сделать ее своими руками. И я хочу предложить вам два варианта, один очень простой, второй чуть менее простой, и вы сможете выбрать тот, который вам больше приглянется. Начнем с того, который посложнее. Я хочу сделать благородного вида деревянную корзинку, или скорее это экран, который закроет металлическую опору и придаст елке завершенный вид. Итак, я взяла деревянные рейки 29 на 5 мм и длиной 220 см. Я начала отмечать на рейке высоту корзины, буду все-таки называть ее корзиной, чтобы было проще. Потом поняла, что можно просто взять стуслу за эталон размера. Напилила рейки на отрезки по 25 см. Края плашек я зашлифовала. Взяла масло для дерева в оттенке орех и покрыла мои плашки. Масло нужно хорошо втереть и убрать излишки тканью. Оставила на сутки, чтобы масло впиталось. Теперь плашки нужно чем-то соединить, и я взяла для этого полипропиленовый ремень толщиной 25 мм. Разложила плашки на столе. По ремню отметила область нанесения клея. И приклеила при помощи горячего пистолета. Когда клей схватится, собранную часть можно скрутить и, продвигаясь дальше, приклеить все оставшиеся планочки. Для того, чтобы придать корзинке форму окружности, я решила использовать детский обруч, его диаметр 60 см, и он как раз ложится вокруг елочной опоры. Я хотела сначала приклеить экран к обручу, но когда примеряла его, поняла, что в этом нет особой необходимости, его там трогать все равно никто не будет, а убирать потом будет проще. На полный круг у меня не хватило длины, но сзади этого даже незаметно. Для второго элементарного варианта нам понадобится цветная бумага большого формата. Я обычно покупаю такую в художественных салонах, но также они продаются в Леонардо. А если вам подходит белый цвет, то вы можете просто взять обычный ватман госзнак, он вообще стоит копейки. Мы будем собирать бумагу в гармошку. Итак, я взяла лист размером 70 на 100, метровую металлическую линейку и шилом продавила места сгиба.
Шаг, ширина линейки. Здесь у меня заглючила камера, в принципе техника понятная, но если хотите больше узнать о ней, вот здесь я делала абажур из бумаги. После того, как я продавила полностью весь лист, разрезала его вдоль пополам. Соединила две половинки клеем, момент кристалл. С одной стороны дыроколом пробила отверстие и пропустила плотную нить. Завязала бантиком под елкой и повернула лицевой стороной. Вот такие варианты оформления оснований для вашей елочки у меня получилось. Надеюсь, что я выпущу это видео заранее, у вас будет время для того, чтобы сделать что-то подобное. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Продолжим делать мир вокруг себя чуточку прекраснее уже в Новом году.